Сегодня предлагаю ничего не готовить, а просто посмотреть, да? Как кто-то готовит. Друзья, всем привет! Сегодня я предлагаю устроить такой разгрузочный день и не готовить суперсложные десерты, а приготовить вот такой легкий, простой и вкусный десерт. Это мраморное шоколадное печенье. Ну что, пойдемте скорее готовить? Включаем духовку на 175 градусов с обдувом, с конвекцией. Приготовим шоколадное тесто. Для него нам понадобится 150 граммов муки, 150 граммов сахарной пудры, 100 граммов яиц, 50 граммов качественного хорошего какао-порошка, 50 граммов сливочного масла, можно комнатной температуры, можно холодное, любое в принципе, потому как мы будем масло топить, 6 граммов разрыхлителя, щепотка соли и дополнительно 50 граммов сахарной пудры для того, чтобы обсыпать печенье. Можно сделать замес вручную, а можно воспользоваться комбайном насадка-венчик. Я всегда тороплюсь, поэтому сделаю замес быстренько в комбайне. Итак, яйца, сюда же сахарная пудра и растопленное сливочное масло. Так, сейчас его растопим. Это может быть сотейничек на плите или микроволновка. Я воспользуюсь микроволновкой. Разбаловала я вас, наверное, тортиками. Что она готовит? Печеница. Это такое печеница, знаете, когда параллельно делаешь кучу дел, там смотришь телевизор, что-то там еще с кем-то общаешься, там в телефоне что-то отвечаешь и готовишь такое вкуснейшее печенье. Тут ошибиться очень сложно, технология простая, а результат очень классный, красивый, вкусный, и хранится такое печенье может несколько недель. Да что-то не хочет. Мясо давай, мясо! Стейк еще быстрее готовится, ты знаешь? Растопили. Сюда же отправляем сливочное масло, растопленное. Чуть не налила, ты что? Было красиво? Ну да, момент был. Перемешиваем, сильно взбивать ничего не нужно, у нас есть разрыхлитель, он поможет печенью хорошо подняться, вырасти, поэтому просто перемешиваем до однородной консистенции. Еще одна мисочка, мука, какао-порошок. Я, кстати, рассказывала уже неоднократно о том, как выбрать качественный какао-порошок. Так вот, все нюансы и тонкости насчет какао-порошка вы найдете в видеоуроке по приготовлению торта «Красный бархат». Отправляю к муке, сюда же разрыхлитель. Все это перемешиваем венчиком. Есть. И с помощью сита просеиваем теперь какао, муку и разрыхлитель. И чуть-чуть соли. Перемешиваем. Все готово. Масса довольно-таки плотная. Перекладываем массу в миску. Так будет удобнее. Итак, готовое тесто, сахарная пудра, противень и пергамент. Берем небольшое количество теста, приблизительно с грецкий орех крупненький. Обваливаем в сахарной пудре, скатываем в шарик и выкладываем на противень. Маленький нюансик, секретик, который уже не секретик будет. Берем стакан и аккуратно сплющиваем печенье. И тогда печенье будет намного красивее, если мы ему вот так поможем. Отправляю тесто в разогретую до 175 градусов духовку приблизительно на 15 минут. Больше не нужно, оно может сгореть, а вы можете этого не увидеть, потому что оно темненькое. Прошло 15 минут, печенье готово, можем доставать. Как вы видите, все быстро и легко. Сложнее всего дождаться теперь, пока оно остынет, но остынет оно очень-очень быстро. И что? Ты говорил улыбку сохранять, я? И, конечно, разлом, укус
разгрыз все с меня. Очень вкусное. Оно не приторное и такое шоколадное. И стаканчик молочка. Обязательно к нему. Очень вкусное. Очень вкусное. Очень-очень. Такое простое, левой ногой и очень вкусное. Ой, я же на диете. Что ты не правой готовила? Левой ногой я вот так вот еще пристукивала. Заберите от меня печенье. Вкусно, легко и просто. Надеюсь, я вдохновила вас на создание такого красивого печенья. Мраморное шоколадное печенье. А больше рецептов вы найдете на моем YouTube-канале, в моих книгах, на моих мастер-классах и на моем сайте. Подписывайтесь, комментируйте, делитесь впечатлениями и давайте готовить вместе. Пока. Пока. Все. Пока. А теперь привет. Привет.